Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я его ведущий и создатель Екатерина Варади. И сегодня у нас 87-й день с тех пор, как ушел от нас наш младший сын Иван, Ваня. И сегодня я хочу рассказать вам о коротком разговоре с Ваней, который произошел в его последний день, буквально за несколько часов до смерти. Потому что этот разговор меня никак не хочет отпускать. И вот это один из тех вопросов, который у меня до сих пор стоит без ответов, или уже есть ответ, я не знаю. Но сегодня я вам объясню, почему он всплыл. Сегодня день был такой, ну, в целом обычный. Жизнь продолжается, все идет как всегда. Мы собираемся в отпуск, завтра выезжаем на машинах. Соответственно, сегодня нужно было переделать все оставшиеся дела, подготовить все документы, собраться, там, парикмахерская, то все. И после этого я с родителями пошла на кладбище к Ване. Саша был вчера, мой муж не может ходить на кладбище. Ему это слишком больно. Вот. А мы с родителями, я их вожу, регулярно ходим, иногда они сами ездят. И вот знаете, я сейчас произнесу фразу, которая будет выглядеть совершенно абсурдной. Потому что я хочу сказать, что на кладбище там не очень хорошо всегда, очень светло. И если мне самой кто-то сказал бы когда-то о том, что я пойду на могилу к сыну, и мне там хорошо и светло, и тепло, то я бы сама сказала, что это ненормально. Тем не менее, это так, потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что Вани там нет. То есть, понятное дело, что Ваня совершенно в другом месте, и я это совершенно четко осознаю. В то же самое время я понимаю, что это место последнего соприкосновения Ваниного тела, Ваниного праха с землей, и там он покоится, этот прах. И поэтому, хотим мы это или не хотим, этого или не хотим, но это последняя станция его на земле перед уходом. И в связи с тем, что там, наверное, собрано очень много таких попутчиков, как Ваня, опять вот приходит на ум поезд, приходящий на конечную остановку, там какая-то удивительно умиротворяющая обстановка, очень светло, очень тепло, очень уютно. И опять к нам пришла кошка, вот эта черная, которая к нам все время приходит, она очень ласковая, она лижет пальцы, мы ей даем есть и пить приносим, но мне кажется, ее кормят многие, то есть она пьет молоко с удовольствием, все остальное, ну, то ест, то не ест, по-всякому. Но она очень радостно прибегает каждый раз, когда мы приходим. И сегодня я, когда поехала, я купила ей мышку, знаете, такую с колокольчиком на хвостике, игрушку. Потому что подумала, что, ну, явно, что ее подкармливают там, мы все носим еду, а вот игрушку ей вряд ли кто-то покупал. Но кошка на вид такая пожилая, мне сказали, вот Наташа сказала, которая моя помощница в клубе, она такой знаток по кошкам, она сказала, что кошка, похоже, старая. И я думаю, ну, вряд ли она будет играть, но, может быть, просто ей какую-то радость доставит это. И, вы знаете, вот такое вот, вроде рассказываем о печальном событии, там, кладбище, смерти, вот. И тут кошка, которая эту мышку, она играла, она лапкой затягивала, потом бросала, то есть сделала то же самое, что Джек дома. Потом она схватила эту мышку, стала с ней валяться. И это было так забавно смотреть на это, просто невозможно. И, в общем, знаете, это такой вот вывод ведь не только про животных, а и про то, что и взрослым людям, и нашим большим детям тоже нужно, чтобы с ними играли, тоже с ними можно, конечно, не с мышкой, но с ними нужно периодически посмеяться, с ними нужно рассказать какой-то анекдот, над чем какой-то фильм посмотреть вместе веселый, даже если у нас горе, даже если нам тяжело, но у них остается эта потребность, как в нас, во всех остается потребность, да, до самого-самого конца быть немножко детьми. И так здорово, когда у нас эта возможность предоставляется, или нам ее кто-то предоставляет, возможность забыть. Вот. И кошка, она
мы вот смотрели, вроде родители, мама плакала, папа немножко так тоже. Я обычно на кладбище не плачу, мне там светло, мне там уютно, мне хорошо, мне не хочется оттуда уходить, я там мысленно разговариваю с Ваней, но мы сидели и, тем не менее, смеялись, глядя на этих кошек. Ну, потом мы отслужили литию, это как обычно, поговорил каждый с Ваней как мог, очень красиво устроили там вот цветы на могиле, искусственные, потому что безумная жара, все вянет сразу же, там игрушки ему оставили, мы их почистили, подмели, поставили свечи электрические и свечи обычные, и цветы, которые от солнечной батареи ночью загорятся, хотя ночью, понятно, никто это не увидит, но тем не менее, все равно вот это такое приятное ощущение. Вот, и сегодня еще мы получили, не прошло и 3 месяцев, вот 3 дней не хватило до 3 месяцев, мы получили заключение из больницы с причинами смерти Вани. То есть такое финальное заключение, которое до сих пор нам не выдавали. Ну, сразу вопрос возникает, 3 месяца недолго ли? Ну, предположим. Честно вам сказать, я, которая всегда разбирала все документы, анализировала и так далее, этот документ даже не хотела взять в руки, я его не видела. Его прочитал мой муж и сказал, что там написан диагноз остеомиелит, который возник, причина смерти остеомиелит, который возник в результате саркомы. Это безумно все всколыхнуло, потому что, конечно, его не лечили от остеомиелита до апреля, когда уже стало поздно, и даже то, что его стали лечить, вы на этом настояла я полгода или там более полугода оббивала все пороги, но это совершенно медицинская история. Вот именно об этой истории, в том числе, я буду рассказывать на своем другом канале, это «Если болеет близкий, дневник мамы», потому что там этот канал создан не для того, чтобы я рассказывала ради рассказа, а для того, чтобы давать какие-то рекомендации, которые помогут людям, оказавшимся в той же ситуации. Поэтому я вас сегодня утомлять этим не буду, но вот именно это событие, то, что мы получили, выписку, оно всколыхнуло во мне память о последних днях Вани. Вообще канал же начинается с 57-го дня или с 58-го, и я как-нибудь обязательно запишу видео про первые дни, первые недели после смерти Вани, после его ухода, что мы чувствовали, как мы ощущали, потому что там тоже есть очень много важных вещей для тех людей, которые будут через это проходить, к сожалению. Но сейчас вот об этом разговоре. Где-то за 2-3 дня до ухода у Вани начались такие странные моменты. Ну, во-первых, у него при абсолютно хороших показателях там сатурации, то есть кислорода, нормальной температуре, стало падать давление, было давление 80/50, иногда 75/45, и он очень много спал. Ел, просыпался, немножко мы там говорили, занимался с психологом за 2 дня и спал. И во сне он начал разговаривать, и меня это немножко стало беспокоить, потому что во сне он никогда не разговаривал. Иногда бывало, что что-то скажет, но тут прям достаточно такой более активный разговор был. Никаких кошмаров у него не было, это просто были такие повседневные разговоры с друзьями и с членами семьи. За день до смерти он, когда начал днем как бы говорить, как будто заговариваться, у меня было такое ощущение, я вызвала врача, мы же лежали в больнице, я вызвала врача, пришел дежурный врач, потому что это был вечер, посмотрел Ваню, послушал, задал ему вопросы, Ваня на них на все правильно ответил, он сказал, знаете, я не вижу никаких отклонений, ну да, давление низкое, ну завтра своему лечащему врачу скажите. Кстати, что интересно, в последние дни к Ване врачи вообще не заходили, то есть тоже такой очень интересный момент, тяжелый, больной, ну ладно, оставим. Вот, и в последний день он спал еще больше, ел мало, в основном пил вот эти протеиновые напитки и постоянно разговаривал. Причем это было понятно, что вот мы с ним разговариваем, и по ходу дела он, как только мы с ним перестаем разговаривать, он начинает разговаривать, и как будто я вижу, что он говорит с другими людьми. Это я вижу, как будто бы он набирает, он двигает рукой, я говорю, что ты делаешь? Я набираю кнопки на телефоне, телефона в руках нет. И вот тут я уже испугалась и вызвала врача. Пришел врач, тут же они привезли аппарат по ультразвуку сердца, сделали ЭКГ, ультразвук сердца, сказали, что все хорошо, с кислородом все нормально, но сейчас сделаем кровь. Взяли кровь и отдали анализ, говорит, будет минут через 15. Ну и на это время мы остались с Ваней, и тут он совершенно отчетливо начинает разговаривать.
начинает говорить что-то с Сашей, что-то с папой, то есть с моим мужем, по-венгерски. Причем что-то такое типа: пап, я тебе попозже перезвоню, что-то у меня сейчас вот горло хрипит, я освобожусь и тебе перезвоню. С Сашей что-то там, как дела, как что, с своими друзьями, то есть с разными людьми, по разным темам, очень мирный, очень спокойный разговор. И потом вдруг он говорит: мне нужно, я сейчас пойду в другую комнату. Я говорю: зачем? Он говорит: там мама. Тут я вообще струхнула, потому что я думаю, ну все, человек заговаривается, человек себя не помнит, вообще не, хотя вопрос-то слышит, да. Я говорю: слушай, а как тебя зовут? Он говорит: Ваня, а фамилия Варади. А сколько тебе лет? 21. А ты откуда? Я из Венгрии, из Будапешта. А мы сейчас где? Во Фрайбурге лежим в больнице. А ты можешь ходить? Да, могу, но только с трудом, мне нужны для этого костыли. Я говорю: а зачем ты хочешь перейти в другую комнату? Он говорит: потому что там мама. Я говорю: а я кто? Ты мама. И вот знаете, вот этот, и как раз после этого пришел результат анализа, и его быстро сказали, что анализ очень плохой, что у него сепсис, заражение крови, и срочно повезли его в реанимацию. И мне сказали, что вы, в принципе, можете прийти, но мы вам советуем, что поначалу, пока мы не поймем, в чем дело, мы вас позовем сами. Но до двери реанимации я шла с ним, я попрощалась с ним, говорю: Ванечка, скоро я приду. Он говорит: мама, а ты что, останешься? То есть он был в целом в сознании. Ты останешься, ты пойдешь со мной? Я говорю: Ванечка, меня, к сожалению, не пускают, но я к тебе обязательно приду, жди меня, я обязательно приду, ты мое солнышко, все будет хорошо. Я его поцеловала, я сказала, что я его очень люблю, и вот он ушел, и после этого где-то спустя полчаса мне позвонили в отделение, пришли ко мне и сказали, что надо срочно идти, потому что в любой момент может произойти то, что и произошло, собственно, правда, спустя 6 часов. Вот, и вы знаете, вот этот вот разговор у меня все время возвращается, потому что сказать, что это было? Бред? Ну, для бреда очень странно, потому что он отвечал на все вопросы. Он меня видел, он меня узнавал. Для сна он не спал. И вот у меня тут опять начинает складываться пазл, потому что каждый из нас, ну, я по-своему, муж по-своему, родители по-своему, пытаемся найти успокоение, утешение в нашей вере, в то, что мы с Ваней встретимся, но все делают это по-разному. И вот мой муж, он очень много читает о научных всяких статей, о квантовой физике, о понятии времени, там, о теории Эйнштейна. Я абсолютный профан, то есть я здесь вообще даже боюсь рот открыть в том плане, что сказать конкретно, какая-то отрасль или направление науки этим занимается, как это вообще, чтобы не выглядеть дурой полной. Но суть в том, что наука сейчас приходит к тому мнению, что время, вообще понятие категории времени, оно совершенно непонятно. То есть оно не так просто, как мы привыкли к тому, что время течет во времени от прошлого через настоящее к будущему. Начали говорить уже о многомерности времени, о нелинейности времени, о том, что все одновременно происходит со всеми. И на самом деле у меня еще до всех этих вот квантовых и прочих дел, которые мне муж регулярно рассказывает, ну, потому что ему вот это легче. Он экономист, он человек цифр, ему мало эмпирических заявлений, что вот я верю в общее воскресенье и так далее. Мне этого достаточно. Но у меня, знаете, был такой стойкий образ родился, что в тот момент Ваня был как будто бы в двух реальностях одновременно. То есть, знаете, когда стоишь в переходе, и ты еще в этой реальности все видишь. Вот он видел меня, он видел больницу, он знал, кто он узнал, почему, он видел врачей, он с ними разговаривал. Врачи пришли, спросили, как у него дела, он, как всегда, сказал, что у него все хорошо. Вот. И как будто бы он уже одной ногой ступил туда, где что-то другое. И вот там была другая комната, где тоже была мама, и та же мама была я. И тут была я, и там была я. И вот как-то у меня это сложилось такой пазл, как будто бы, знаете, как будто бы там была совершенно другая реальность, другое течение времени. Вполне может быть, что я там с ним в этой реальности, потому что я там уже с ним, потому что когда-то я туда приду, но если в той реальности время, оно нелинейно, то вполне может быть, что я с ним уже там, и поэтому ему спокойно и хорошо, и поэтому я не встречаю от него никаких прямых знаков. То есть он ко мне не приходит, он меня там не снится мне, ничего мне не говорит. Вот. Может быть так.
И, конечно, я понимаю, что, в принципе, любой человек вправе мне сказать, что покрутить пальцем у виска и сказать, ну, тебе это все кажется, это был бред, это была ерунда. Но вы знаете, от того, что тебе скажут, от этого мыслить ты не перестанешь. И потом я была тем человеком, который это все видел. Я была единственным свидетелем этого. И те, кто меня знают, они знают, что я не склонна очень к драматизации. То есть вот это, вы знаете, заламывание рук и вот ожидание явлений каких-то дивных, это вообще не про меня. Я человек достаточно ехидный. Мы там и смеемся по поводу Бога. Там, ну что, ангел-хранитель? Ангел-хранитель, ку-ку, дай нам, пожалуйста, парковку. Это у меня дети смеются. То есть это приблизительно вот в таком стиле у нас отношений. Нет вот этого, знаете, пиетет. Пиетет есть, но совершенно другого плана. Я видела его глаза, я видела, как он это говорил, и это был не бред. Да, это был и неполноценный Ваня в том плане, в каком он был обычно. Это было что-то другое. Это был он, но как будто бы он вот стоящий в дверях. И вот опять чувствуете метафору, которую я вчерашнего говорила в выпуске, что это как бы поезд. Жизнь — это поезд, который приходит к вокзалу, и мы в какой-то момент из этого поезда выходим для того, чтобы пересесть и поехать в другое место. И вот этот момент, когда поезд приходит к этой последней остановке, мы еще видим поезд, мы видим еще обычную обстановку, но уже видим что-то новое, тот путь, который нас ожидает. И вот, может быть, поэтому, вы знаете, я как-то... Поэтому тоже я не верю в то, что смерть — это конец. Много очень у меня есть, я вам делюсь постоянно с вами этими мыслями. У меня очень много ощущений по поводу того, что смерть — это не конец. У меня есть предчувствие, у меня есть уверенность, у меня есть знания, у меня есть всякого рода ощущения от того, что с Ваней происходит. Я не чувствую мертвым, то есть вообще. И плюс вот это вот такой диалог, от которого мне, честно вам сказать, каждый раз, когда я вспоминаю, это у меня мороз по коже идет. Вот. Это, конечно, очень тяжелые воспоминания. О нем, в принципе, тяжело вспоминать, потому что плохо, что он ушел, с одной стороны. С другой стороны, если он там, тоже с мамой, и счастлив, и ему не больно. У него нет никаких диагнозов, нет врачей, которые постоянно говорят о смертном приговоре его, то у меня вообще нет причин для жалоб. Потому что он светлый человек, он очень добрый человек, он ушел достойно. И для меня это большая радость ощущать то, что я ощущала и на похоронах, и на отпевании, лицо его. Это все через боль, но это в радость. Так что вот это была главная мысль дня для меня, вот мысль, которая всколыхнулась из-за получения документов. Ну, а завтра мы отправляемся в путь, поедем мы на машине, поэтому, в общем-то, может быть, я и не выйду в обычное время на связь, потому что я не знаю, когда мы выйдем, когда мы доедем, будет ли там хороший интернет. Я, естественно, с собой все возьму, всю свою аппаратуру, все, что нужно, и постараюсь выходить точно так же каждый день. Вот. Но даже если я не выйду в обычное время, не волнуйтесь, все нормально, просто это вот такая нестандартная обстановка, совсем не форс-мажор, а просто отпуск. Вот, тем не менее, я уверена, что если Бог даст, мы с вами обязательно увидимся совсем скоро, желательно завтра. Я вас всех еще раз очень люблю. Простите, если я кого-то заставила, может быть, пережить какие-то неприятные эмоции, но это дневник, это вот то самое, о чем говоришь, о чем думаешь. Вот, я вас обнимаю, я желаю вам тоже ощущать, что смерть — это не конец, и что ваши близкие, которые ушли, они вас ждут, они вас любят, они молятся о вас, они вас там обязательно встретят, когда придет время. Ну а здесь мы с вами продолжаем идти рука об руку и искать свет. Обнимаю вас, вы мои дорогие. Спокойной ночи и хорошего дня.